Приветствую всех на канале Реальный Харьков. Последние дни лета подошли к концу. Немного грустно, но, как говорится, впереди осень, а это значит новые впечатления, новые приключения и новые видеопрогулки по Харькову. В этом видео посмотрим, как харьковчане провели последние дни лета 2025 года, какая обстановка в городе и что вообще происходит. Сегодня 1 сентября, а это значит, что 17 тысяч детей смогут сесть за парты в Харькове. Это более 30% всех школьников, находящихся в городе. Оффлайн будет организовано в 7 построенных с нуля подземных школах, 3 из которых открыли до начала учебного года, а также на 6 станциях метро. Еще 3 подземные школы, которые должны сдать до конца календарного года, пока готовы на 13%. Всего в школах Харькова онлайн, оффлайн и комбинированно будут учиться 95 тысяч детей, на 5 тысяч меньше, чем в учебном году 2024-2025. И пока я рассказываю вам о событиях, происходящих в Харькове, вы можете еще раз полюбоваться красотой вечернего города. И в Харькове возвращаются к очному обучению в вузах. Первый университет ХНУ имени Каразина возобновит очное обучение уже с начала 2026 года, то есть со второго семестра. 4203 ребенка родилось в Харьковской области с начала года. Статистику опубликовали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции. Харьковщина оказалась в числе областей с наибольшим количеством разводов, сообщает Open Data Bot. За первые 6 месяцев 2025 года в Украине официально прекратили 38 600 браков, из них 2880 в Харьковской области. Больше всего разводов зарегистрировано в Днепропетровской области – более 5000. Кстати, в Харькове растут цены на недвижимость. За первое полугодие 2025 года вторичный рынок показал стабильный рост. Однокомнатные квартиры плюс 14%, 22 500 долларов. Двухкомнатные плюс 16%, 37 тысяч долларов. Трехкомнатная квартира плюс 16%, 50 тысяч долларов. Посмотрите, какая красота!
Харькове создали инсталляцию в честь пропавших без вести украинских защитников и защитниц. На площади Конституции поставили пары берцев, каждая из которых олицетворяет военного или военную, которые не вернулись домой. Таким образом создали пространство надежды, памяти и любви. Также в Харькове прошел автопробег памяти защитников Украины. Харьков ко дню города получил подарок. Накануне праздников в Харькове появилась вот такая скульптура, символизирующая несокрушимость города. Работа 24-летнего художника из поселка Новая Водолага Ильи Черномаза. Его скульптура «Крылатая ракета» сделана из обломков ракет. Высота скульптуры 3,5 метра, а ее вес 500 килограмм. Сейчас работа находится в уютной зоне отдыха возле площади архитекторов, где расположен памятник влюбленным и чудесам Харькова. Скульптуру планируют продать с аукциона, а полученные деньги направят на поддержку подразделений ВСУ, которые защищают Харьковскую область. Символична и надпись на скульптуре «Работаем благодаря силам обороны». И новый памятник 50-й параллели открыли в Харькове на территории Национального технического университета ХПИ. Это куб с земным шаром, по бокам которого размещены цветные фото корпусов политеха на стекле. Весит такая композиция из массива лабрадорита около 3 тонн. Ее автор – скульптор Руслан Поединцев. Памятник установили возле электрокорпуса, именно в том месте, где проходит 50-я параллель северной широты. Этот факт в 2023 году подтвердили эксперты научного центра «Харьков Стандарт Метрология». Напомню, что еще один памятный знак в честь 50-й параллели находится в саду Шевченко. На склоне вдоль Полтавского шляха на участке между улицей Озерянской и переулком Рылеева появилась вот такая обновленная зеленая зона. 31 августа 2025 года в Харькове установили новый температурный рекорд – плюс 34,1 градус. Предварительное максимальное значение для этого дня плюс 33,9 градусов было зафиксировано в 1956 году. Дитячі старі смішні